Приветствую вас, дорогие друзья! Подули холодные ветры, и начинается холодное время года. А это значит, пора готовить ферментированные овощи, квашеную капусту, квашеные овощи. Все это, конечно же, огромный кладезь витаминов, ферментов, очень нужных, полезных нам веществ. Витамин С, микроэлементы, другие витамины, чего там только нет в этой квашеной капусте. Особенно актуально для тех, кто собирается держать рождественский пост или Великий пост. Ну, сейчас готовимся к рождественскому посту уже. Я одновременно ферментирую несколько овощей сразу. И это очень вкусно. Попробуйте приготовить вместе со мной. Я буду делать это в 20-литровой кастрюле, потому что мы едим много таких овощей. И у меня есть где хранить эти овощи. В холодном помещении, в кладовочке. Я на земле живу. А если хранить в холодильнике, можно 1-2 баночки сделать. У меня вот такой набор овощей. Вы можете выбрать любой набор овощей, какие вам нравятся. Я беру 2 вилка капусты белокочанной и 1 вилок краснокочанной капусты. Краснокочанная капуста, кстати, она дает больше ферментов и витаминов и элементов, которые нам нужны для пищеварения. Нарезаю я такими длинными слайсами. Мне так нравится, я так привыкла длинной лапшой нарезать капусту. Вы режьте, как вам больше нравится. В этом нет никакой формы особой. Краснокопчаная капуста, она окрасит еще вот эти все наши ферментированные овощи в такой красивый розовый цвет. В краснокочанной капусте больше витамина С, витамина А там больше в 10 раз, чем в белокочанной капусте. Ретинол также в ней присутствует, так что она куда полезнее, чем белокочанная капуста. Итак, порезанную капусту я перемешиваю между собой. И теперь возьмусь за другие овощи, нарежу. Прежде всего брокколи. Добавлю туда, к этой капусте, брокколи. Кабачки также я нарезаю на крупные достаточно кусочки. Это удобно. В этой смеси овощей они будут такие хрустящие, очень вкусные. И вообще эта смесь овощей, благодаря таким разным цветам, разным совершенно овощам, смотрится очень выгодно и красиво на блюде даже. Дальше я добавляю разноцветные перцы. Ну, они разноцветные у меня просто были такие. А так можно любого цвета перца добавлять. Неважно это. В принципе, они там тоже окрашиваются. И особенно как бы разницы цвета между ними не будет. Это не острые перцы, это тоже сладкие перцы, но просто вот такие длинненькие. И посмотрите, как это все красиво смотрится. Вот такие вот разные овощи. Также я добавляю фенхель. У меня просто все очень любят фенхель, поэтому я его добавляю. И вкусный. Он, когда ферментированный, очень вкусный. Овощи хорошенечко перемешиваем. И вот здесь в конце я добавляю 3 остреньких перчика. Немного, чуть-чуть, для остроты. 2 ложки соли на 1,5 литра воды. Вода нужна хорошая, качественная, желательно из бутыли. 50 грамм соли на 1,5 литра воды. Если хотите более соленым, добавьте немного больше. Перец и гвоздика, но это на 20 литров, учтите. У меня ушло 7 литров холодной воды. Вода должна быть холодная. Теперь все это нужно хорошенечко придавить под пресс, чтобы все овощи ушли под воду. У меня пресс — это банка с водой. 4 дня все это должно постоять. Если хотите покислее, держите 5 дней в тепле. У меня прошло 5 дней, и вот, пожалуйста, капусточка моя вместе с овощами уже готова. Дальше я помещу ее в холодное помещение, и ферментация продолжится, но уже медленней. Возьмите оливковое масло, выдавите туда зубчик чеснока и полейте этим ферментированные овощи. Будет очень-очень вкусно. Попробуйте. Приятного вам аппетита. Такие овощи — хорошее подспорье в нашей диете. Худейте вкусно.